Лев – величественный монарх среди дикой природы, покорял своим величием земные просторы уже миллионы лет. Замысловатая симфония природы вывела на сцену этих непревзойденных хищников. Они расцветали на всех континентах – Африке, Европе, Азии, заселяя сердца древних лесов и засушливых прерий. Древний потомок первобытных кошек лев шагал через века, принимая новые облики и адаптируясь к переменам. В самой плотной чаще древних джунглей среди переплетенных лианами тропинок великое могущество приходит в облике королевских львов. Взгляды всех созданий леса устремлены к этим великанам, ведущими в свою свиту через зеленую чащу. Именно им, этим древним жителям джунглей, принадлежит звание царя зверей. Несмотря на свою величину, лев поражает не только размерами, но и своей красотой. Взрослый лев весит около 250 кг и достигает длины тела в 2,5 метра. При высоте в холке примерно 120 см и длине хвоста около метра. Взрослый самец, венчанный гривой, словно короной, украшает свою величавую фигуру. Эта грива, как волна могущества, украшает плечи и грудь, придавая внушительный вид. Рост и объем гривы напрямую зависят от гормона тестостерона. Чем его больше в организме льва, тем пышнее его грива. Грива делает льва визуально больше. Пышная грива льва позволяет запугать его соперников в прайде и других хищников. Также львицы отдают предпочтение самцам с более пышной и темной гривой. Львы, как и другие кошачьи, обладают невероятной прыгучестью. Это жизненно необходимое для них качество они начинают развивать во время детских игр. По сведению очевидцев, в экстремальных ситуациях лев может прыгнуть в длину на 10 метров, а трехметровые прыжки в высоту вообще обычное для них дело. По мере взросления игры становятся все более жестокими, а движения все более отточенными. В дальнейшей взрослой жизни, когда они будут изгнаны из прайда, эти качества станут для львов основой для выживания в условиях дикой природы. Давайте также рассмотрим особенности внешности белых львов. Важно отметить, что они не являются альбиносами. Их глаза и кожа имеют нормальные пигментации. Однако у них присутствует особая генетическая особенность – лейцизм, которая придает их шерсти более светлые оттенки. Интересно, что подтверждение существования белых львов появилось лишь в 20 веке, а до этого они считались скорее мифическими существами. Особенно часто встречаются белые львы в условиях неволи. Так почему же именно лев считается царем зверей, а не его крупный собрат тигр? Вопрос этот звучит как загадка, ведь тигр с его колоссальными размерами также имеет впечатляющий вид. Однако тайна заключается в том, что лев не только великолепный хищник, но и социальное существо с ярко выраженной иерархией. Его жизнь – это постоянная борьба за свою территорию, за свое место под солнцем, за право быть королем. Там, среди высокой травы саванны, раздается грозный рев льва, наполняющий воздух величественной мощью. Он – вершина пищевой цепочки, его воля – закон в дикой природе. Зебры, буйволы, гну – они все поддерживают этот древний порядок, покоряя силе и мудрости короля зверей. И вот под тенью древних деревьев на своей зеленой арене лев встречает новый день, как верховный правитель своего королевства. Его сила и величие непревзойденны. Именно поэтому лев – царь зверей, воплощение могущества и власти в диком мире природы. Сказочный ареал львов простирается от горячих просторов Африки до дремучих лесов Индии, но с каждым годом их королевство сжимается, оставляя им все меньше пространства. В таинственном гирском лесу Индии, который словно национальный парк, сохранились лишь небольшая популяция азиатских львов. Здесь, на площади немногим более 1400 квадратных километров, они ведут свою борьбу за выживание под надежной охраной. Они предпочитают вести свою жизнь в едином стройном семейном союзе, именуемом прайдом. В его состав входит 5-6 львиц с их потомством, а также один или более львов. Если в прайде больше одного самца, его уже можно назвать настоящей коалицией. Интересно, что в жизни прайда есть свои тонкости и нюансы.
Охрана территории – это священный долг каждого члена стаи. Но не все одинаково активно принимают участие в этом процессе. Также с охотой у них свои правила, и к каждому отводится своя роль. Подобное сообщество позволяет им эффективно защищать свои владения, обеспечивать безопасность своим потомством и поддерживать слабеющих членов прайда. Когда львы достигают возраста 3 лет, они обычно покидают свой родительский прайд. Львицы же чаще всего остаются среди своих родных. Львы имеют возможность создать свой собственный прайд или присоединиться к другому. Но львицам это намного сложнее, ведь они встречают больше сопротивления в чужих союзах своего пола. А те, кто остаются без своего прайда, называются странствующими львами. Странствующие львы – это исключенные из прайда особи или те, кто решил начать свои приключения. В основном такие странники – самцы, но можно встретить и странствующих львиц, а иногда они объединяются в пары. На протяжении своей жизни львы могут менять свои роли, покидая прайд и присоединяясь к новому. Некоторые, как самцы, так и самки, могут оставаться странниками до конца своих дней. Они более уязвимы, так как не имеют поддержки прайда, и в случае болезни или травмы им приходится выживать самостоятельно. В прайде львов постоянно царит атмосфера общения. Члены стаи часто общаются тактильно. Они трогают друг друга и облизываются. Это проявление заботы и внимания друг к другу. К тому же головы львов часто встречаются, выражая свое уважение. Но не менее важна и звуковая сторона общения. Львы могут издавать звуки, неподвластные словам. Рычать, шипеть, реветь и даже издавать другие загадочные звуки. Их рев слышен на расстоянии до 8 километров. Это поистине грозный гимн величия короля саванны. А как же охотятся эти великаны? Они предпочитают групповой метод, хотя не все члены прайда принимают в этом участие. В особенности самцы не часто включаются в этот процесс. Причина кроется в их гриве, которая мешает им оставаться незаметными, а при высоких нагрузках способствует перегреву. Поэтому главная роль в охоте приходится львицам. Молодые члены стаи вначале лишь наблюдают за охотниками на безопасном расстоянии. Но когда они подрастают, начинают активнее участвовать. Однако полноценную роль в охоте начинают играть только к 2-летнему возрасту, предпочитая ночные или сумеречные охоты. Они подкрадываются к добыче сразу с нескольких направлений, перерезая ей путь к бегству. Помогают им в этом мощные лапы с острыми когтями и клыки, достигающие впечатляющей длины 8 см. Интересно, что небольшие животные гибнут именно от удара лап. Львы – исключительные хищники, предпочитающие мясо. Наблюдения ученых показывают, что их добыча весит в среднем 550 кг. Зебры и антилопы гну становятся чаще всего жертвами, но они не прочь съесть бородавочников, африканских буйволов, конгони, орикс, афкан и многих других. Тем не менее, есть в Африке и те, кто несет с собой сложность в их охоте. Гигантские жирафы с их длинными ногами, а также могучие слоны и непокорные носороги. Впрочем, иногда даже такие животные оказываются в ловушке для голодного прайда, особенно ночью. Но их меню не ограничивается только живой добычей. Умершие животные тоже попадаются на их пути. В течение одного приема пищи лев способен съесть до 30 килограммов мяса. В мире львов половая зрелость наступает к 4 годам. Этот период сопровождается бурей эмоций, ведь львы отказываются даже от соблазнительной еды. На протяжении суток пара может принять участие в интиме до 40 раз. Львицы, кстати, способны вступать в сексуальные отношения с несколькими представителями своего вида. Когда наступает момент зачатия, длинная ожидаемая беременность для львицы длится около 110 дней. Для родов самка выбирает самое укромное и безопасное место. Чаще всего это глубокие пещеры или расщелины между камнями. Здесь она приветствует своих малышей в свет этого мира. От 1 до 4 детенышей весом до 2 кг каждый. К 2 месяцам львица возвращается к прайду со своими чадами. Сначала дети ведут себя скромно, но по мере взросления начинают активно играть со старшими членами семьи. Взрослые индивидуумы могут как нежно баловать, так и немного поучать детей, ведь в прайде царит взаимопонимание и забота. Но пути львят к взрослению далеки от беззаветной безопасности.
около 80% помета оказывается обречено на гибель. Виновниками этому могут стать как изменения в лидерстве прайда, так и голод. Другие хищники подстерегают малышей на каждом шагу. Гиены, леопарды, шакалы и даже орлы могут стать угрозой. Лев – великое существо, полное загадок и опасности. Крупный хищник с могучими мышцами, зубами и когтями. Он внушает трепет своей силой. Лев при всей своей величественности оказался уязвимым в дикой природе. Занесенный в Красную книгу, он сегодня официально признан уязвимым видом. В этом захватывающем путешествии в мир королей зверей мы познакомились с величественными львами и узнали много интересного о их жизни. Пусть эти встречи с королями саванны навсегда останутся в вашем сердце, наполнив вас вдохновением и уважением к этим удивительным созданиям. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому выпуску. Напишите в комментариях, какое ваше любимое животное и почему вы выбрали именно его. Берегите природу и до новых встреч!